Всем привет! Меня зовут Ольга, я рада видеть вас на своем канале. И сегодня мы поговорим о таком растении, как драцена маргината. Здесь у меня две драцены с наиболее популярной расцветкой листьев. Первый вариант – это темно-зеленый лист с бордовой окантовкой. Иногда лист может принимать полностью бордовый цвет. Второй вариант – это светло-зеленый лист с белыми полосками, где-то они уже, где-то шире, и также с бордовой окантовкой. Драцена растение теплолюбивое, идеально содержать ее в условиях от 16 до 28 градусов. Более высокую температуру она, конечно, выдержит, не погибнет, но листики при этом будут постоянно опущены вниз из-за того, что ей жарко. Драцена любит яркие, хорошо освещенные места, особенно пестролистные сорта. Сорта с более темными листьями достаточно теневыносливы, но если им не будет хватать света, листики их будут становиться более светлыми и терять интенсивность окраски. Поливать драцену нужно обильно летом и достаточно умеренно зимой. По моему опыту, это растение достаточно терпимо к поливу. Злоупотреблять этим, конечно же, не стоит. Поливайте растение регулярно и давайте просохнуть грунту хотя бы наполовину. Драцена очень хорошо отреагирует на повышенную влажность воздуха. Если в помещении влажность воздуха выше 40%, то растение вполне может обойтись без опрыскивания. На сухость воздуха растение реагирует сухими кончиками, поэтому вы сразу можете увидеть, хватает ей влажности воздуха или нет. Если кончики начинают подсыхать, то растение, конечно, нужно опрыскивать хотя бы несколько раз в неделю. Грунт для драцен продается готовый в пакетах, но если вы делаете его сами, не забудьте добавить какой-то разрыхлитель в виде песка или перлита. Удобряйте драцену в тот период, когда видите, что у нее идет активный рост. Если ваше растение стоит на искусственном освещении, то удобрение можно вносить и зимой тоже. Подкормки очень хорошо влияют на внешний вид растения, и листики принимают более вертикальное положение, они перестают разваливаться во все стороны и опускаться вниз. Но появится такой маленький неприятный момент. Листики уже перестанут быть такими мягкими и приятными на ощупь, а станут более жесткими, грубыми, а кончики будут очень колючими. Пересаживать растение по мере его разрастания, это раз в 2-3 года. Причем горшочек лучше увеличивать не столько в ширину, сколько в глубину. Давайте покажу вам на примере вот этого растения. Здесь посажено 3 ствола, посажены они были в прошлом году. Вот, смотрите, верх полностью без корней, серединки мелкие корешки, внизу все толстые корни. У этого растения горшочек очень низенький, поэтому следующую пересадку можно осуществить в горшочек того же диаметра, но больше глубины, например, вот в такой. Размножают драцену методом черенкования, либо срезают верхушку, укореняют, либо можно весь ствол разрезать на несколько черенков и укоренить. Что бы я посоветовала по поводу пересадки и обрезки? В случае с драценой я бы не рекомендовала совмещать два этих процесса. Если вы запланировали на весну и пересадку и обрезку растения, пересадите его в марте, позвольте растению адаптироваться в новом горшке, начните вносить подкормки, и когда растение станет достаточно сильным, окрепнет после зимы, в мае можно его обрезать. Если вы не планируете пересадку, точно так же начните его подкармливать. Убедитесь, что растение пошло в рост, что у него не гниют корни, что на нем нет вредителей. И только после этого в апреле-мае производите его обрезку. Это рекомендации для тех, кто хочет обрезать драцену с целью ее дальнейшего обветвления. Если вам нужна только верхушка растения, а что там будет с нижней частью вас не интересует, то можете срезать ее абсолютно в любое время. Укореняется она очень легко, в любое время года и в воде, и в грунте. Как я уже говорила, драцена достаточно терпелива к поливу, но тем не менее залить ее все-таки можно, особенно если в комнате прохладно, а вы поливаете ее часто. Тогда стебель может загнить, он становится очень мягким на ощупь. К сожалению, в этом случае растение придется срезать и по возможности заново его укоренить. Также растение нельзя ставить на прямые солнечные лучи, иначе на листьях начнут появляться ожоги, такие белесые пятна. Поэтому, конечно, лучше ставить растение на восточные и западные окна, либо в комнату с южным окном, но подальше от окна. Самые нижние листики могут со временем желтеть, засыхать, это нормальный процесс. Таким образом, у драцены, в принципе, формируется ее вот этот красивый стройный ствол. Драцена также подвержена нападению вредителей. Самый главный вредитель – это, конечно, кошка в доме. Мне кажется, это самое любимое кошачье растение. Бороться с ними абсолютно бесполезно. Единственный выход – это поставить растение в какое-то недосягаемое место. Ну, например, на какой-то стул, подставку, чтобы кошка физически просто не могла растение достать. Драцена может поражаться клещами, трипсами, поэтому периодически осматривайте растения. Опять-таки скажу про клеща, что вы его можете не увидеть. Если у драцены поникли листья и она выглядит так, как будто ей не хватает влаги, при этом грунт влажный и долго не просыхает, то сделайте обработку от клеща, лишним это не будет. Если вы увидели, что у драцены поникли листья и при этом сморщился ствол, на ощупь он при этом остается твердым, то, скорее всего, началась проблема с корнями. Доставайте растения из грунта, осматривайте корни, скорее всего, придется обрезать очень много гнилых.
Это все, что я хотела рассказать на сегодня. Если видео было вам полезно, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой канал Яндекс.Дзен. Он может быть менее удобный тем, что там нет группировки по плейлистам, что там просто идет все сплошной лентой. Но на Дзене есть большой плюс в том, что в комментарии можно вставлять фотографию. И нет необходимости переносить переписку в Инстаграм или ВКонтакте. Спасибо за просмотр и до новых встреч!